Сяо Янь сильно продвинулся как алхимик, уже достигнув 9 ранга. Но что ему в этом помогло? Да, Сяо Янь прорвался в класс святого, и его сила значительно возросла. Но для алхимика культивация играет не столь большую роль, как стадия души. Да, душа алхимика – ключ ко всему. Как мы знаем, Сяо Янь улучшал свою духовную силу и стадию души, и сейчас она достигает небесного уровня. Напомню, что духовные состояния делятся на 4 уровня. Смертное или человеческое состояние, состояние души, небесное состояние и божественное состояние. Состояние души требовалось, чтобы даровать целебную пилюлю, наполненную духовностью. Однако предварительным условием этого эффекта было то, что душа должна быть наполнена достаточной духовностью. Тем не менее, если у человека не было специального метода тренировки души, он не смог бы ощутить эту так называемую духовность. Более того, этот вид духовного воспитания полностью исчез после бесчисленных лет истории. Следовательно, для вхождения в таинственное состояние и повышения духовности души можно было лишь прибегнуть к помощи внешних предметов. Духовная сила представляла собой чрезвычайно таинственную энергию. Она не обладала мощью Дуоци, но была великим источником питания для души. Однако духовная сила, казалось, была примешана ко всему, и ее было чрезвычайно трудно почувствовать. В древние времена алхимики могли чувствовать существование духовной силы и поглощать ее благодаря обладанию особыми навыками души. Однако в эту эпоху таинственные навыки души полностью исчезли. Осталось крайне мало алхимиков, которые могли чувствовать духовную силу и поглощать ее. Сяо Янь получила несколько особых техник и возможностей улучшать свою душу, но его следующий прорыв будет куда важнее. Лишь продвигаясь в небесной стадии все выше и выше, Сяо Янь мог создавать пилюлю 9 ранга более продвинутых типов. Кстати, на канале есть видео о 3 типах пилюль 9 ранга. Сяо Янь приготовил лишь начальную, что называется пилюля сокровищ 9 ранга. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно зацените. Итак, как же Сяо Янь смог еще поднять свой уровень души и духовной силы, что критически важно для алхимика? После нападения на филиал Золодуш, Сяо Янь обнаружил таинственную эссенцию огромного количества душ, или своего рода сферу душ, и Сяо Янь решил ее поглотить. Его стадия души уже развилась до небесной, он даже был немного сильнее Яо Лао, но выше небесной стадии находилась еще более могущественная, идеальная небесная стадия или пик небесной стадии. Только по достижению идеальной небесной стадии души возможно начать постижение легендарной божественной стадии. Божественной стадии редко кто мог достигнуть даже в древние времена. Вот кто мог ее развить – редкие сущности древней эры. К примеру, демонический святой Хуан Цюань в желтом безмятежном источнике. Хотя достижение божественной стадии души не означает вступление в область могущества бога Дуди, но вес данного развития не стоит отбрасывать в сторону. Достигнув вершины силы святого 9 звезд, духовная сила позволит силе практика превзойти обычные представления. Такой человек, возможно, даже сумеет стать полубогом, как и святой Хуан Цюань. Конечно же, развитие стадии души очень сложный процесс. На всем континенте мало кому удавалось достигнуть идеальной небесной стадии. Загадочный основатель Малой башни Пилюль явно один из них. Глава кланов Гу и Хунь тоже вполне вероятно достигли данных сил. Но как ни крути, а число преуспевших несравненно мало. Итого, Сяо Янь начал поглощение сферы души. При контакте Сяо Янь сумел ощутить обширную и могучую силу, содержащуюся в сфере души. Сначала он обработал ее с помощью небесного пламени, очистив. Он сформировал печати, высвобождая духовную силу. Она превратилась в фигуру человека, выглядящую в точности как Сяо Янь. Он сел напротив и раскрыл рот, притягивая сферу к себе. Невероятно чистая эссенция окуталась вокруг Сяо Янь, а затем потекла к нему в рот. На поверхности души Сяо Яня начал формироваться таинственный кристальный слой, когда он начал впитывать все больше и больше эссенции души. По сути, эта очищенная эссенция души впитывалась в саму душу Сяо Янь. Его душа, выглядящая точно как Сяо Янь, обычно была бестелесной, но теперь все больше и больше начала напоминать настоящее тело человека.
Внутри сферы души находилась исключительно чистая энергия эссенции душ. Данная эссенция сформировалась после того, как зал душ изъял более миллиона душ. Перед подобной энергией даже Сяо Янь ощущал, какой же он на самом деле крошечный. Своей тренировкой Сяо Янь вызвала значительный переполох. Многие эксперты павильона падающей звезды ощутили, как у них начинается головокружение. Духовная сила того парня становится ужасающей. Группа Ялао также появилась в небе и смотрела в сторону Сяо Яня с серьезным выражением. Даже они не сумели выстоять перед тем духовным давлением. Теперь Сяо Янь далеко превзошел своего наставника, как в силе Доу Ци, так и в развитии души. Идеальная небесная стадия. Кроме основателя Малой Башни, уже более 1000 лет никто в Башне Эликсиров не достигал данного уровня. Первый старейшина Башни Эликсиров был изумлен силой Сяо Янь. Он тихо вздохнул, так как его развитие души уже многие годы зависло на развитом уровне небесной стадии, но идеальной небесной стадии души он так и не сумел коснуться. Вот почему он мог сказать, насколько сложно ее достигнуть. Яо Лао слегка улыбнулся, он не мог скрывать радости в своих глазах. Его ожидания по поводу развития Сяо Яня уже крайне превысили все его ожидания. Прошло несколько дней, но духовные колебания не прекращались. Наоборот, они становились все сильнее, а спустя месяц все звездное пространство оказалось под воздействием духовных волн. Поэтому кроме нескольких человек, остальным пришлось лишь отступить подальше. Даже Яо Лао и первый старейшина Малой Башни с трудом справлялись с давлением. В конце концов, духовное давление от идеальной небесной стадии далеко не каждый способен выдержать. Пока Сяо Янь тренировался, часть эссенции души начала рассеиваться по звездному пространству. Многие ученики смогли впитать частичку той силы, значительно увеличив собственное развитие. И вот, спустя 50 дней, Сяо Янь наконец собирался пробудиться. Сяо Янь сидел на вершине горы, а перед ним находилась фигура, будто в кристалле. Его внешний облик выглядел в точности, как у Сяо Яня. Кристаллический человек сидел как статуя. Он открыл рот и вдохнул в себя остаток от сферы души. Тело души Сяо Яня резко задрожало, вызвав странное небесное явление и молнию. Яо Лао испытывал шок от того, насколько могущественна идеальная небесная стадия души. Теперь Сяо Янь только своей духовной силой сумеет сражаться против святого двух звезд. Как только душа достигает идеальной небесной стадии, то душа становится неотличной от физического тела. Возможно даже отделить душу во время сражения против врага, что позволит объединиться с ней. Честно говоря, это очень напоминает уровень зародыша из путешествия к бессмертию, где душа эксперта отделяется от тела. В случае Сяо Яня он получал второе тело, свою душу. Он мог вызвать своего двойника. И это куда круче, чем его двойник из техники иллюзорного тела. Координация между двумя такими практиками невероятна. Боевая сила того эксперта многократно возрастает. Все дело в том, что до достижения идеальной небесной стадии душа считается довольно хрупкой. Никто из алхимиков не посмеет вызвать ее во внешний мир. В конце концов, урон по душе не просто выдержан. Однако при вступлении в идеальную небесную стадию, душа приобретает способность существовать в иной форме. Кроме того, ее крепость не уступит силе физического тела. В сражении подобная способность принесет немалый результат. Идеальная небесная стадия может и находиться в классе небесной стадии, но ее возможности значительно разнятся с остальными. С определенной точки зрения, можно сказать, что такой практик получает дополнительного компаньона в сражении. Сила такого компаньона полностью идентична владельцу души. Другими словами, данная способность сравнима с техникой Доу Ци, иллюзорным телом 3000 молний, которая позволяет сформировать воплощение, но его сила и остальные аспекты не сумеют сравниться с телом, которое получает душа при прорыве на идеальную небесную стадию. Что ж, Сяо Янь получила действительно мощное усиление. Теперь все звездное пространство попадало в разум Сяо Яня. В этот момент он мог ощутить малейшее колебание эмоций людей в пределах этой обширной территории. Сяо Янь догадывался о мыслях всех экспертов, которые попали в радиус его воздействия. Иная форма контроля над поступками других людей, хоть и косвенно. Подобную технику он получил после прорыва на идеальную небесную стадию. Он ясно ощущал разницу между двумя состояниями.
Если прошлую его духовную силу можно описать как растущий молодой организм, то теперь его душа выступала в роли опытного человека, в руках которого находилось мощное оружие. На что теперь был способен Сяо Янь? Это очень интересно увидеть в сериях аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете, насколько полезной окажется идеальная небесная стадия Сяо Яня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.